И температура воды до сих пор не набралась запрограммированной 95 градусов. Или же используя специальный термосканер такого плана. Причина того, что ваша стиральная машина плохо греет воду или полностью ее не греет, может быть связана с 5 неисправностями. Вся накипь со стиральной машины уйдет, но это очень вредно для подшипников барабана. Есть термодатчик, вот такой тен, вот пошла бурная реакция с выделением углекислого газа. Таким образом, стиральная машина стала быстрее и качественнее греть воду. Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео я расскажу, как снять и почистить тен стиральной машины, если она начала долго греть воду или до конца ее не нагревать. Итак, начнем. У меня стиральная машина фирмы LG WD 12390 NDK. И проблема в том, что сейчас она стирает уже полчаса, и температура воды до сих пор не набралась запрограммированной 95 градусов. Если вы подозреваете, что ваша стиральная машина начала плохо греть воду, то можно попробовать ее просто рукой, или же используя специальный термосканер такого плана. Я буду использовать термосканер. На данный момент включен режим покрывала, и температура стирки 95 градусов Цельсия. Теперь посмотрим, какая реальная температура воды в баке. 66 градусов. Температура потихонечку растет, но очень медленно. Уже прошло полчаса, и температура еще не достигла необходимых 95 градусов. Причина того, что ваша стиральная машина плохо греет воду или полностью ее не греет, может быть связана с 5 неисправностями. Первая поломка – это неисправность нагревательного тена, который находится в баке стиральной машины. Вторая причина – это неисправность или некорректная работа термодатчика, который находится в баке стиральной машины на тене или возле него. Если вы заметили, что уровень воды стал заметно ниже или выше, а также есть проблемы с нагревом, необходимо в первую очередь проверить прессостат. Если же все узлы работают, то необходимо добраться до платы управления стиральной машины и найти узел, который отвечает за нагрев стиральной воды и термостата. Я эти все узлы проверил, и поэтому пятая причина, почему вода долго нагревается и некачественно, является образование накипи на нагревательном тене. Перед снятием тена, если ваша стиральная машина работала, необходимо дождаться окончания стирки или нажать паузу, включив режим отжим. Я выбираю режим отжим и запускаем. Вот пошел слив. Я стиральную машину заранее отключил от системы канализации стационарной. Нагревательный тен также можно почистить с помощью лимонной кислоты, которую добавляем в емкость для порошка и включаем на стирку примерно на час. Вся накипь со стиральной машины уйдет, но это очень вредно для подшипников барабана, которые боятся кислой среды и при этом ржавеют. Перед работой не забываем обесточить стиральную машину, потому что это чревато ударом током. Затем с помощью крестообразной отвертки откручиваем заднюю крышку, если она есть на вашей стиральной машине. Здесь в нижней части барабана есть термодатчик, который подключен к плате управления, и нагревательный тен, который имеет 3 контакта. 2 из них это питание, 3 центральный заземление. Сначала отключаем 2 провода питания и откручиваем провод заземления. Фиксируем на контакте заземления гайку с одной стороны и откручиваем верхнюю, которая крепит провод заземления. Снимаем разъем. И теперь необходимо открутить эту гайку, но не полностью. Слегка утапливаем резинку внутрь и пробуем вынуть тен. Теперь берем за эти разъемы и аккуратно руками, расшатывая, начинаем вынимать. Вот тен мы достали. Вот такой тен. Теперь необходимо его хорошо помыть и проверить, нет ли на нем сильной коррозии. Для того, чтобы очистить нагревательный тен от накипи, я буду использовать ортофосфорную кислоту. Можно использовать еще уксусную кислоту или же обычную лимонную кислоту. Пропорция этих кислот примерно 4 столовые ложки на пол-литра воды. Я беру старую пластиковую баклажку, срезаю вверх, и это будет емкостью для отмачивания тена. Берем пол-литра горячей водопроводной воды
Наливаем сюда 4 столовые ложки ортофосфорной кислоты. И хорошо перемешиваем. Теперь можно опустить сюда тен для отмачивания. Вот пошла бурная реакция с выделением углекислого газа. Осталось подождать сутки и можно доставать чистый тен. Если вам нужно быстрее, то можно взять любую емкость, поставить туда тен, залить раствором и прокипятить в течение часа. И вот прошло всего 5 часов, и мой тен очистился и стал как новый. Вот видно, что он стал блестеть. И не осталось даже следов накипи. Теперь его нужно отмыть от кислоты и можно устанавливать на место. Дальше необходимо с помощью зубной щетки и обычной воды отмыть посадочное место тена и можно ставить его на место. Аккуратно вставляем его на свое место и закручиваем гайку распорной планки. И прикручиваем на место все контакты тена, начиная с земли. Подключаем два провода питания. Ставим на место крышку. Сначала заводим верхнюю часть, затем нижнюю. И прикручиваем 4 шурупами. Ремонт завершен. Осталось только проверить, как работает стиральная машина. Подключаем. Изначально с помощью термосенсора я проверю температуру воды, которая поступает в стиральную машинку. Температура всего 14 градусов. Будем ждать. Теперь замерим температуру через 5 минут работы. На дисплее уже 18 градусов. Температура воды потихонечку увеличивается. Вот видно, что при работе стиральной машины напряжение на тен подается. Сначала меньше, а потом потихонечку увеличивается. Напряжение в сети у нас почему-то небольшое, всего 198 вольт. Вот видно показатели. Таким образом, напряжение на нагревательном тене равняется напряжению в сети. Вот уже температура 66 градусов и нагрев продолжается. Таким образом, стиральная машина стала быстрее и качественнее греть воду. Значит, чистка тена помогла. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотри видео о том, как почистить тен стиральной машинки с разборкой. Этот способ более гуманный по отношению к подшипникам и остальным резиновым деталям машинки. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.